В этом выпуске есть события, которые разделяют нашу жизнь на до и после. И определяют наше будущее. Через полчаса приезжает милиция, я открыл дверь и я расплакался. Делая нас теми, кто мы есть. Вернулся мужчиной. Приятно ехать на встречи с телохранителем. И как обычно, будем говорить о больших целях, больших деньгах и общаться с крутыми людьми. Начинаем. Салют, guys! Иногда для того, чтобы двигаться дальше, нужно вернуться туда, где все началось. Мы в Черновцах. У меня особое отношение с этим городом, потому что отсюда началась моя самостоятельная жизнь. В жизни есть события, которые разделяют нашу жизнь на до и после. 8 лет назад мне пришлось принять решение, которое изменило мою жизнь навсегда. Тогда я учился в институте в Черновцах, был отличником, но мне катастрофически не хватало денег. Мне с дома выдавали 150 гривен, чтобы на неделю пожить в Черновцах. Помню, как сейчас я снимал квартиру, комнату за 450 гривен. И в этом вся была моя студенческая жизнь. Учился я тогда в кредит, проучившись полгода, сдавший все экзамены на A, единственным в группе, единственным даже на потоке с 250 человек, я решил пойти работать, потому что я не верил и не видел будущего в том, чем я тогда занимался. Я учился на финансы и кредит. Я тогда нашел, помню, журнал старый, и там была компания Image. Говорили, что там нужно работать продавцом. Ну, я подумал, окей, пойду. Я пришел в ту компанию, мне сказали, первая работа, тебе нужно будет поехать в больницу. Я поехал в больницу, молодой парень, с которым я поехал, начал вытягивать зубные пасты, начал ходить по палатам и продавать зубные пасты. Я ходил по больнице с каким-то сумасшедшим, который продавал зубные пасты. Быстро нашелся главврач военного госпиталя, подошел и говорит: ты помнишь, я тебе говорил, что если я тебя еще один раз увижу, то я тебя посажу. Он такой опустил глаза, а я вообще не понимал, что происходит. И через полчаса приезжает милиция, приезжает Бобик, вот этого человека, который мне давал стажировку, его садят в Бобик. Наверное, большинство людей сказали бы, это сумасшествие, и ушли бы оттуда, но я остался. Днями с утра до вечера я ходил и продавал зубную пасту. Я приходил дверь за дверь, помню, ходил по улице Главной. Я заходил, говорю: здравствуйте, компания Image. Пошел, я говорю, я там уже был, теперь к вам пришел. Столько негатива, как я наслышался тогда за 1 месяц работы, я за всю свою жизнь столько не было. Но это меня научило, когда люди тебе говорят нет, улыбаться и находить способ, чтобы они говорили тебе да. Спустя месяц я стал лучшим продавцом зубной пасты, и тогда, в далеком 2010 году, мне сказали: вот, ты, как лучший продавец, можешь поехать в Россию, в город Краснодар, открывать филиал. Мне нужно было просто решить, я либо остаюсь и учусь, либо я еду в Россию. Мне оплачивали дорогу, мне оплачивали жилье, и я решил поехать. Я помню, как сейчас я собрал вещи в бабушке, в которой я жил, приехал домой, говорю: мама, завтра я уезжаю в Россию, я бросаю институт. Мне мама с тетей сказала: если ты это сделаешь, мы тебя больше не знаем. И меня друзья отговаривали. Ну, в 2 словах, я 2 года прожил в Краснодаре, я вышел на заработную плату в $1000, и я вернулся обратно в Киев. Я помню, как сейчас, когда спустя 2 года я приехал домой, я открыл дверь и я расплакался. Потому что я уезжал мальчиком с города Черновцы, а вернулся мужчиной. Работая на 3 работах, тогда я вышел на какую-то заработную плату в $1000. Но очень тогда я хорошо запомнил, какая цена денег. Зачем я это все вам рассказываю? Потому что очень много комментариев было: о, слушай, мажор, да тебя все дают, ты там не знаешь цену денег. Друзья, я точно знаю, сколько стоят деньги. Я точно знаю, сколько стоит каждый гривен. А как вы начинали? Как вы заработали свои первые $1000? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А это тот самый институт Читай КНТУ, где я учился. Знаете, чтобы шагать в будущее, нужно не забывать о своем прошлом. Но возвращаться в него точно не стоит. Я не призываю вас бросать институты или универы. Это история о том, что иногда для того, чтобы начать что-то большое, нужно поставить на кон все, что есть. И тогда появляется шанс выиграть джекпот. Это история о рисках, о том, что нужно действовать для того, чтобы изменить свою жизнь и жизнь тех людей, кто рядом возле вас.
делаю для того, чтобы набрать 10 килограмм. Вот эту телегу я теперь вожу с собой повсюду. Мой тренер сказал, что, Андрей, с твоим темпом жизни ты никак не наберешь. Поэтому гейнер для углеводов, аминокислоты для энергии, БЦА для восстановления, кератин для выносливости и запиваю это все молоком. У меня плюс 1 килограмм. В любом деле, чем бы вы ни занимались, важна самодисциплина. Мне ее помогает держать бег. Сегодня 1124 день ежедневного бега. И благодаря бегу я держу обещания перед собой и перед своими близкими, с которыми я иду к своим целям. Не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. В Черновцы я попал благодаря Шону, который мне недавно позвонил и сказал: Эндрю, я знаю, ты летишь в Черновцы выступать, подвезти тебя, у меня вертолет летит Киев-Черновцы. Я не платил ему деньги, я отплатил связями. Друзья, сегодня мы познакомимся с человеком, который занимается арендой вертолетов и лимузинов. Он не только звезда бизнеса, а и телезвезда. Погнали на интервью с Шоном. Шон, кто твои клиенты? Нам в основном для прогулки заказывают, там, может, влюбленные пары или на день рождения такое. Кто с известных людей заказывал? У нас была такая интересная история. У меня есть знакомый, друг, приятель, Андрей Остапчук его зовут. Мы полетели с этим нашим другом в Буковель. Поехали, сначала хотели лететь, погоды не было, зимой, в середине зимы. Поехали туда и опаздывали на самолет и все прочее, да, и много-много всего. И, в общем, хотели обратно вернуться на вертолете, тоже не получилось. В общем, туда хотели на вертолете туда и обратно снимать, почти что пешком туда и обратно получилось. Можно твой кошелек? А что делать? Я не люблю носить кошелек, я вообще не люблю ничего носить. А когда? Вот этот доставать? Да, ну какой там есть. Шон, сколько здесь денег? 1000 чем-то. 1000 чем-то. А сколько тебе нужно в месяц для комфортного существования? Для собственных нужд? Да. Где-то в день, ну, это с учетом бензина, все эти свои расходы. Я их, к сожалению, не считаю. Практически $50 в день, 30 у нас месяцев. Сколько получается? $1500. Шон, насколько я знаю, ты не только звезда бизнеса, а и телезвезда. И в прошлом году ты снимался в «Одужании на ослеп». Это же телевизионное шоу, поэтому там, может, там чуть-чуть будет еще и преувеличение, и все. Но это была просто интересная игра. Поигрался, вот процесс съемки, там где-то 10 дней. Вот, просто было интересно, и, наверное, больше не буду. Не будешь? Ну, потом звонили из других каналов, других проектов, я сразу сказал, нет, все. Друзья, а вы знаете, почему здесь в 6 утра мы сейчас находимся возле вертолета? Шон позвонил мне 2 дня назад и говорит: Андрей, я тут открыл новый охранный бизнес, можешь у себя в клубе рассказать о нем? Вот можно биткоины было купить, можно ресторан было открыть. Охранный бизнес. Почему именно охрана? Это логическое продолжение. Вертолеты, лимузины, телохранители, кортежи президентские. Это все сходится. Я люблю это. Как ты попал в этот бизнес? Вот, я сейчас скажу, что он есть, ты, может, как-то там посоветуешь, там, у нас там на нас напали, там рейдерские захваты какие-то, может, поможешь, может, ты тоже крутишься, там, может, кто-то, ну, что-то подскажешь, в общем. А я думаю, что просто это систематизировать в виде бизнеса. Кто пользуется твоими услугами? Бывает, что там семейные конфликты, кто-то хочет ребенка забрать, говорит, что там надо будет охранять там меня и ребенка, пока там до решения суда. Было, что там кто-то, часто бывает, что едут на переговоры и боятся сам идти. $59 это 1 час. Ты пользовался услугами своей охранной компании? Ну, в принципе, слава богу, у меня все в порядке, никакой угрозы нету, стараемся так и держаться, чтобы там свободную жизнь
в общем, не портит. Но приятно ехать на встречи с телохранителем. В жизни, Шон, должно быть все хорошо. И в постели, и в жизни. Есть у тебя женщина, кошелька и сердца? Сейчас. Для тех девушек, которые смотрят наши интервью. Ну, у меня есть подружки, у меня девушек нету, но с некоторыми из них мы ближе. Но я в процессе поиска, я имею право. У меня подруги, это чисто, чтобы просто вот реально вот найти свой самый единственный. Только поэтому. А я, кстати, очень в этом смысле очень верный мужчина. Что посоветуешь людям, которые смотрят нас и хотят открыть свой бизнес? Не попросите денег у никого, не одалживайте и никому не даите деньги. Друзья, с вами был Шон Шемш, который занимается арендой вертолетов, лимузинов и охранной фирмы.